Так, всем добрый день. Делаю обзор автомобиля Freightliner. Freightliner Columbia 2002 года, мотор Detroit, 12 без EGR. Я делал обзор этого сборки мотора этой. Есть на канале у меня, я в ссылке скину в описании, как собирался этот двигатель. Так, что могу по нему рассказать? Так, люди заказали, парни с Урала, будут работать на этой машине на Магадан. Они заказали у меня несколько машин. Эта машинка, скажем, эконом-вариант, ну, скажем, по внешнему виду. У нас была договоренность поставить сюда обвесы. Он был без обвесов, были просто уголки, можете даже по роликам, когда мотор собирался, там видно было. То есть, там были уголки. Мы поставили сюда обвесы. Вот так это сейчас машина стала выглядеть. Коробка десятка у него, меритуровская обычная. Вот такой вот автомобиль. Смотрите, как он стал выглядеть у нас. Машина практически готова. Идут у нас там сейчас в данный момент доделки небольшие. Там по электрике, там, ну так, мелочевка, скажем, есть еще на этом автомобиле. Но парни не придирчивые, чему я очень рад. Скажем, по внешнему виду, скажем так, не технически, а по внешненке. То есть, видите, там вот на капоте, видите, вот, допустим, вот тут на латочка стоит, видите, вот показываю. То есть, у нас было договорено, что вот она наклепана, видите. То есть, это мы ничего не делаем, то есть, просто люди хотят на этой машине работать и зарабатывать деньги. Так, что мы на этой машине делали? Сейчас вкратце пробегусь по машинке, большой обзор не буду делать. Так, передок. Колодки я показывал в прошлом ролике, где мотор был, что колодок вообще спереди не было. Мы это все восстановили, я капот открою, все покажу. Обули сюда новую резину им. Вот такая машина, смотрите. Ну, экономочка, скажем. Экономки, друзья, по цене сразу люди там ценник озвучивают. Экономки, парни, это до 1,5. Там, если я говорю экономочка, это вот такая цена, до 1,5, до 1,5. Это экономки у нас идут, понимаете, то есть вот так вот. Поставил ему брызговички такие новые, с надписями Freightliner, как видите. Вот состояние резины. Я уже не буду там по ходовке, парни, показывать. Во-первых, я показывал в прошлом ролике. Тут еще сейчас защиты стоят. Вот. Ну, все перебрано, парни. Все, что надо, на машине сделано. Сделано очень много всего. И подвесной менялся, там, ну, много чего делалось. И редуктор перебирался средний. И все сальники, на ступицы перебирались, там и редуктор, ну все, парни, там то, что надо было, эта машина, я уже не буду одно и то же показывать, мы делаем это практически на каждой машине. Просто сейчас сделаю обзор, чтобы люди знали, какие машины у нас выходят, как они получаются, какие цены, чтобы люди знали. Вот так. Так что по двигателю мы на этом моторе не меняли гильзы. Гильзы мы здесь оставили. Гильзы остались. Ну, они промерены, конечно, я все их промерил. Ну, я ролик показывал, там подробный сбор мотора этого есть. Как я собирал, и форсунки делал, все делал. Сейчас покажу, наверное, под капотом, как он выглядит. Заведу, как он работает. Покажу сапун, что он практически не сапунит. Вот так вот. Вот такая экономка, друзья мои. Сейчас покажу вам, наверное, под капотом открою. Ну вот, парни, вот под капотом ничего особенного, мы тут ничего не делали. То есть не красили здесь, мы ничего не делали. Даже рамы блестит, смотрите. Заводская краска. Вот по передку показываю, может помните, что тут было. Не было ни колодок, видите, колодки, все стоит. Новая резина. Даже фильтр антифриза новый поставили. Ну, много чего сделали. Работы было очень много, но такая работа мне нравится, говорю сразу, парни. Когда люди мне говорят: Сергей, сделай мне технически исправную машину. Что, честно, я не люблю, когда люди приходят, начинают краску щупать на 20-летней машине. Я не то, что не люблю, но, и, конечно, это у людей свои капризы. Ну, люди, я люблю, когда вот эти люди, допустим, они адекватные. Пришли сказать: Сергей, мы понимаем, что машина 20 лет, внешний вид нам особо не нужен, технически все нормально, все, мы поехали. Они уже приезжали, они сейчас где находятся здесь. Они сейчас машину будут забирать, то есть, поэтому... Вот такая ситуация. Вот это мне нравится. Вот такой подход мне нравится, честно. Все то, что там Там уже эстетика, это всякая, внешний вид. Там они просто хотят машина, чтобы была с обвесом. Все, мы обвес поставили.
Все сделали. То есть тут даже замена баков была, друзья. Даже баки здесь были с дырками. Так что вот так, что я хотел еще сказать вам. Вот так вот. Я отошел от темы, кстати, да. Вот люди приехали, сказали: Сергей, нам внешний вид там особо не надо, чтобы машина была приятная, чтобы машина была нормальная, работала, приносила деньги. Как он мне рассказывал, как они на Магадан ездят, там такие условия их. Только фредлайнеры, говорит, выдерживают. Там другие машины, там ловить им нечем, говорит. Так что вот так вот. И они еще заказали у меня машины, еще хотят заказать. Ну, вот так вот. Еще Центурика они заказали 4-го года. Скоро тоже обзор будет его, тоже он практически закончен. Так, сейчас заведу, покажу, как он работает. Ну вот. Он с полоборота заводится. Вот так он работает. Сейчас хотел показать вам его сапун. Ну, вон он сапун, вот она, трубочка за рессорой. Это я на нем сейчас уже проехал, получается, километров 40, наверное, 35. И он практически не сапунит. Видите, вроде старый гильзы оставил, а по сапуну нет вопроса. Видите, он не сапунит. Я думаю, он жрать масло тоже не будет. Я в своей сборке как бы уверен. Ну все, парни, вот такая работа. Тоже завершенная практически. Там осталось по салону, по мелочи. Сейчас заглушу, чтобы было лучше слышно. Друзья, я на моторе сильно уже акцент делать не буду. Как бы, потому что я его собрал, ну как бы все уже показал, как он работает, даже процесс сборки все показал. Я не буду его сильно показывать. Это двигатель и так понятно. Так что вот внешний вид, вот как получился, так получился, друзья, вот он. Есть, конечно, и котские, на жабре, вон я сейчас, видите, есть, вот, надо, ну, краска обшелушилась, как бы, есть, по кабинке есть вопросы. Ну, у нас такая договоренность, поэтому я следую нашей договоренности, все, что я сказал, все, что я пообещал, о чем мы договорились, я это все выполнил. На мой взгляд, технически вполне достойный автомобиль. Вполне он будет работать на Магадан, хоть куда будет ездить. Мне кажется, вообще, какая разница, куда ездить. Люди мне звонят, говорят: Сергей, я работаю на Дальний Восток, 10 тысяч километров в один конец. Да какая разница, в какой конец ехать, я не понимаю. Хоть 10 тысяч, хоть по месту накатай, хоть по трассе накатай. Тем более на Владивосток, как говорят, там хорошая дорога. Вот так. Все, друзья, вот такой обзорчик, вот такой фредлайнер. Рассказывать, честно, много нечего. Все и так показано, все рассказано. Вот такую резину не получается, эти состояния. Это его резина. Это вот экономка, скажем так, уже не новую резину. Новую резину сюда не ставил. Что осталось на этой машине? Да, осталось там по салону химчистку сделать. Осталось по электрике, по мелочи, как я уже повторялся. А так, в принципе, нормально, все сделано. Едет он классно, тихо, в салоне, кстати, относительно для Фредов. Когда вот перебираешь машину, только собрал, когда как-то первые, не знаю, километров 10 он какой-то весь такой, чуть жидковат, а потом как-то уже и руль нормально держит, уже как бы, ну, скажем, уже чуть, ну вот сейчас на обратном пути буду ехать, он вообще будет более устойчивый. Сейчас я уже подъезжал, мне же нравится, он более мягкий, амортизаторы как-то приработались, так как мы меняли их, поэтому уже совсем будет другой эффект. Так что вот так вот. Ну все, друзья. Вот такая Коламбия 2-го года, экономочка на Магадан. Может, в Магадане кто увидит, пишите мне, друзья, эту машину. Вот такой вот фредлайнер. Все, друзья мои, всем пока. Не болейте. Спасибо, что вы со мной, что вы меня смотрите. Я вам очень благодарен. 2 миллиона просмотров уже у меня уже перевалило. Я очень вам благодарен. Всего доброго. Машин будет много, друзья. Сейчас вообще у меня очень много машин, очень много заказов. Очень много будет роликов. Смотрите, что будет дальше. Я еще 2-й канал сейчас сделал. Скоро я его проанонсирую. Там будет чисто развлекательный контент. Там заезды, гонки, перетягивания, легковушки. С Европы будем заезжать. Покажем, что Америка есть Америка. Я ссылку потом сделаю еще следующим роликом на 2-го канала. Он у меня новый.
Вот так вот. Я просто не хочу здесь с одним каналом все, то есть и заезды, и ремонты. У меня будет один отдельный канал на ремонт, один канал будет для развлекательного контента. Все, друзья, всем пока. Не болейте, самое главное. Итак, вот Колумбия. Дружище, это для хозяина ролик. Смотри, так как ты работать будешь на Магадан, как твои водители сказали, я тебе меняю термостаты. Смотри, видишь, они включение 170, 190, видишь у него? Вот она, видишь? Я тебе ставлю, короче, ЕГРные. Я тебе ставлю ЕГРные, смотри. Новые, оригинальные термостаты, чтобы ты, когда работал на Магадан, у тебя не было ни нагревов, все равно раньше термостаты раньше открываются. Так как ты говоришь, там горы, не горы. Вот ставлю оригинал, смотри. Видишь, US написано. Так что вот так вот. Вот и ценник его, чтобы ты знал каждого. Так что вот так вот. Сейчас мы тебе его сюда поставим. Сейчас вымоем, все вычистим и в путь. И будешь ты работать. Итак, вот она, Колумбия. Сейчас покажу. Сделаем диагностику для самого покупателя. Тоже. Показываю, тоже видите, я уже показывал, что он 500 лошадей, 372 киловатта, 372. Сейчас мы для нашего дорогого клиента покажем, как она работает. Тут без ЕГР турбина стоит. Дальше. Ошибок нету. Форсунки покажу, как работают. Вот отключает каждый цилиндр. Мотор, видите, как детонацию дает. Тут просто по надуву сейчас пока рано что говорит, потому что тут кольца новые, он не притертый. То есть вот так вот. Мотор только собранный. Ну все, примерно все, то есть на одной, примерно все одинаковые цифры. Ну все, вот такая диагностика. Идем дальше.